Эдик, я вообще раскидывала. Хочешь? Стреляю. Видишь, ты считать не умеешь. Давай, говори, Наташа. Взяли первые две винтовки. Свои, твои. Мои, Тюмень подписаны. Которые на тебя. 47, что-то 70, 47, 40, что-то не помню. Просто собрали, вот так закрутили, поставили, после первого барабана второй собирается. Третий собирается тоже. Но хуже, потому что я стрелял. Сейчас посмотрим. То есть смысл такой. Все винтовки стреляют. Единственное, что им нужна свинцовка. И это сейчас вот Наташа подтвердит, очевидно. Первый барабан так, второй так, третий тюнь, и все. И потом дальше будет нормально. Да, так и есть. Ну рассказывай пока что-нибудь, пока стреляю. Пока космические корабли бороздят просторы Вселенной и Большого театра, Эдуард стреляет. Стреляет хорошо. Действительно все собирается. Нет проблемы ни с модераторами, ни с с барабанами. Оно просто стреляет и все. Вы просто записываете и просто работаете. И настраивать там тоже ничего не нужно. Там все сразу хорошо. Стреляйте. Наташ, нормально. Я сейчас за Мишенька сбегаю просто. Снимай, продолжай. Сними. Это говорит только об одном, в том числе, что Эдик в форме. Хороший. 100 метров туда и 100 обратно на одном дыхании. Нет, здесь 50. Тем более. Красиво бежит. Так, группа в полосатых купальниках. Так, ну вот это первая мишень, это вот с этой винтовки. 47-70. Значит как? Вообще, на меня. Я винтовку собираю. Я делаю 2 выстрела на проверку скорости, на проверку вращения барабана. И пакую ее. Больше не стреляю. И вот мы сейчас в этой упаковке взяли. Вот первый барабан. Вот второй барабан. Вот Наташа стреляла третий барабан. Вот. Это вот это. Это 47-40. Первый барабан, второй барабан, Наташа стреляла, Раскидала. третий барабан. То есть здесь нужно будет чуть больше пострелять, чтобы она получше освинцевалась, почистить и все. И она собирается в свои там 25-30 мм без проблем. Все. Поэтому я не вижу, например, смысла отстреливать каждую винтовку из 1000, которые мы в месяц делаем. То есть это вот просто быстрый отстрел, прям так. Первые 4 барабана вообще просто вот сработали. Да, просто надо свинцевать ствол, потом его надо почистить. То есть это обычная история. И когда, например, люди стреляют первый барабан, ой, они не стреляют, ёпарасоте. Ну, стрелок, прицел, прикладка. Мне тут кто-то в комментариях написал, я не могу никакой прицел поставить на стандартных кольцах. А что такое стандартные кольца? Ну, я не знаю. Вот смотри. Вот кольца. Но они же низкие, реально. Реально низкие. Низкие, да? 6 миллиметров, наверное. Вот я прицел ставлю. Это Tasco SS. Вот прицел ставлю. Он говорит, что у него там прям вот так торчит назад. Вот. Срез прицела на срез магазина. Вот. Вот я четко вкладываюсь, все удобно. И почему я говорю стрелок прицел, да? Потому что мне иногда приходят ремонтные винтовки, я не знаю, как народ ставит прицелы. Например, может прицел стоять вот так. Сейчас я покажу, как это происходит. Они вот так вот прицел ставят, например. Но я не знаю, как стрелять. Вот так, что ли? Как они голову держат? Хер знает, потому что вот так ты втыкаешься в прицел, не видно. И люди
банально не умеющие стрелять, не умеющие прикладываться к винтовке, они начинают выдвигать какие-то нелепые претензии. Причем выдвигать это с таким пафосом, с таким самомнением, опломом, что хочу просто дать врыло, и все. Начните с себя. В первую очередь. Ищите причину в себе. Конечно. Потому что вот они, низкие кольца, вот он, стандартный прицел со стандартным аэролифом. Какого хера еще надо? Можно я еще? Можно я? Можно я? С 0,35 колбой. Наклонная рукоятка. Вот, нет проблем. Нет проблем. Все хорошо. 0,35. Наклонная новая рукоятка. Ура! Не надо искать кастомные вещи. Вот они. Все хорошо. А ты с другой стороны покажи руку. Нет, руку приложи с другой стороны. Чтобы было видно, как она встает. Вот так. Разверни, Наташа. Руку другую поставь. Вот так. Ну вот, да. Вот так. Не задень. Вот так. И все, соответственно, винтовка готова. Вот я ее разбираю для отправки. Модератор просто скручиваю. И все, вот она идет в упаковку и идет к Наташе. Так что ждуны, кто тебе оплатил, могут быть ранее. Ну давай туда мишени прям вложим. Потому что видео будет опубликовано. То есть люди увидят, что да, действительно, это именно эта винтовка, с которой мы стреляли на этом видео. Все? Все. Спасибо.